Значит, вы уже как-то вот все обозначили. М, Значит, ну вот это тазре, это фактически два, как бы сказать, две главные такие темы. Это очищение женщины и, значит, ну вот эти истории с пятнами, да, лишай, проказы или что-то там. Я посмотрел эти самые комментарии в Плауге, значит, ну вот, смотрите, так сказать, что меня здесь как-то две вещи привлекли мое внимание. Одна еще очень давно, а второй вот сегодня, в общем-то, я сообразил давно. Значит, смотрите, сейчас же речь идет пока еще, так сказать, о странствующем народе, да? И смотрите, какая ответственность возлагается на священников. Они фактически ставят диагноз, понимаете? И это, колоссальная ответственность, потому что, понимаете, люди-то разные, люди с разным влиянием, люди с разным имущественным положением там и так далее, да? А священник должен поставить этот диагноз, ну, если он есть, как говорится, да, и одному, и другому, и третьему, невзирая на его положение. И это означает, что здесь вот это, я говорю еще раз, это давно я вот как-то об этом подумал, что это колоссальная ответственность, с одной стороны, и с другой стороны, это для священников, это колоссальная необходимость, что ли, или стимул к образованию. То есть вот понимаете, да, вот условия стана, условия кочующего народа. Кто-то оказывается с каким-то пятном, причем там достаточно подробно все это излагается. И дальше, значит, священник говорит: нет, вот ты больной, ты должен выйти за стан, да? А у этого человека родственники, у этого человека там, я не знаю, жена, дети, там все. Как ты можешь такое говорить, да, понимаете? И не дай бог, если потом оказывается, что человек-то на самом деле не был болен. И это удар по репутации, понимаете? То есть здесь, значит, вот для меня это был очень важный момент, что от вот человек берет на себя ответственность, да, и поэтому, значит, это автоматом стимул к тому, что надо быть образованным. И надо все время вот это образование поддерживать. Потому что, не дай бог, там, ну, один может быть неправильный диагноз, что называется, может быть, и прошел бы, там, 2 прошли бы. А вот если он таких неправильных диагнозов 10 сделает, то, вообще говоря, в стане может возникнуть просто бунт какой-то, понимаете? Вот. Это вот первая вещь, которую я, значит, я еще раз хочу сказать, что это не времена первого храма или что-то, это пока еще кочующий народ, понимаете? Вот. А вторая меня вещь, которая меня здесь тоже, вот это уже сегодня я подумал, вот я прочел это все достаточно внимательно. Посмотрите, какая удивительная, м, опять же, вот понимаете, я иврита, к сожалению, не знаю. И вот, конечно, если б прочесть на иврите, может быть, там есть оттенки какие-то, но русский перевод, но я думаю, что все-таки люди старались его правильно сделать. Он очень нейтральный, ребят. Нейтральный в смысле, здесь нет, м, такого, знаете, типа наказания там или что-то. Он скорее отстраненный, понимаете, вот, текст. Что вот если такое возникло, надо делать то-то и то-то. Никаких там: "Ах, вот эти такие-сякие, а эти не такие-сякие". Понимаете, вот этого нет. Он отстраненный, как вот, ну, я не знаю, там, ну, может быть, это не очень хорошее сравнение, как
какие-то части как медицинский учебник. Не в плане там вот плохо, хорошо, а вот что есть. Да? И вторая вещь, которая все-таки вот даже и в этой ситуации, что тоже вот эта сдержанность, так сказать, что меня вот восхитило, дается возможность нескольких итераций. То есть не сразу там, не дай бог, появилось пятно, все, собрался и пошел. Ничего подобного. Сделай то, сделай это, священник еще раз посмотрит. Пройдет день, опять. И вот тогда, если там что-то не так пошло, вот тогда уже, значит, должен, как бы сказать, вот это подчеркнутость того, что он может опасность для других представлять, но даже об этом прямо так не пишется. Вот эта некоторая отстраненность меня вот, хотя мы помним другие главы Торы, которые были очень эмоциональны, понимаете, по разным поводам. А вот здесь никаких эмоций, так сказать, вот предписание просто. Ну вот, собственно, вот эти две вещи, значит, меня вот в этой главе как-то вот так обозначились у меня в голове. Вот. Ребя, у вас выключен этот микрофон. Давайте, как всегда, с последнего начнем по поводу то, что называется индифферентности текста. Он такой неэмоциональный, но в данном случае можно его оправдать, потому что вот такая неэмоциональность обычно связана не с описанием героев или не с описанием событий, они как раз очень эмоциональны. Точнее, мы так их интерпретируем, мы так их читаем. Все, что касается ритуала, а мы сейчас говорим не о медицине, а о ритуале, потому что религиозное мировоззрение интерпретирует все, что происходит в духовном ключе, включая кашрут, включая жертвоприношение и включая лечение в том числе. Это не совсем лечение, это, как мы говорили, уже упоминали, что-то вроде карантина, но не в медицинских целях, а что-то другое предполагает. И вот все, что касается ритуала, то есть размеренного выполнения определенных действий в определенном порядке, да, текст как раз такой успокаивающий. Да. Потому что человек заболевает, у него два страха. Первое, когда это пройдет, а второй страх – это за что? И вот чтобы его утешить, чтобы он занялся делом, чтобы он в этом занятии ритуалом, то есть делом, чтобы он сосредоточился на действиях, а не переживаниях, у нас с вами есть, например, целый раздел. Я понимаю, что это тяжелая тема, но есть целый раздел, связанный со смертью близких. И нас традиция заставляет с первого момента, как только мы знаем, что вот близкий человек нас оставил, с первого момента традиция нас занимает ритуалом. Мы должны вот так одеться, мы должны вот это сделать, нам должны прийти такие люди, изготовить еду, нам что-то запрещается. Не запрещается в смысле как наказание, а запрещается в смысле как вот женщины в разделе Тазрия, нам разрешается не работать, не принимать участие в службе, не ходить в синагогу. Нам разрешается. Почему? Ритуал должен нам помочь справиться. Как раз вот человек находится в таком вибрирующем состоянии переживания, и ритуал его выравнивает. В этом задача ритуала, одна из маленьких задач ритуала, это приведение в порядок расстроенного порядка. То есть человек ходил каждый день, у него все в порядке было, и вдруг пятно появилось, сразу тут же начинается, вот как мы уже говорили, несколько страхов, в том числе
один страх – это за что наказан, а другой страх – я ритуально нечист. Вы знаете, в еврейской традиции очень многие обычаи были связаны с ритуальной чистотой. И считалось, по крайней мере, там в Талмуде об этом пишется, что Теруа – это важная часть Торы, важная часть учения. На ней завязана, ну, если не философия, то, по крайней мере, большие концепции, зачем нам нужна ритуальная чистота и как ее сохранять. Не прикасаться, не делать, не есть. Вот ритуальная чистота как необходимость исполнения заповеди «Кдошим тигил киани кадош». Будьте святы, ибо я свят. И вот такое трепетное отношение к ритуальной чистоте, в данном случае это вот третий, мы перечислили страх, который возникает у человека, и ритуал, а текст описывает ритуал, поэтому и текст такой выравнивающий, успокаивающий, наводящий порядок. Да, язык совершенно другой. Поэтому это помощь, это как молитва, это как ритм. Это вот, да, вот я вот тоже, так сказать, вот это как раз хотел подчеркнуть, я не помню, может быть, я не произнес этого слова, там вот эта компонента обнадеживающая очень сильна. То есть вот как я сказал, там нету сразу вот того, что ага, что-то не так, отойди в сторону, там ты не такой, ты плохой. Там вот эта компонента обнадеживания очень велика, и поэтому я вот представил себе вот те вот эти давние годы, 3000 лет назад, и вот это вот все происходит, понимаете, там нет сразу такого приговора, так сказать, все, конец истории, понимаете? Наоборот, все еще может образоваться. Вот это великое дело, конечно. Конечно, это одна из очень важных особенностей и задач вообще религиозного мышления. Надежда и утешение. Мы находим надежду в тексте, мы находим утешение в тексте и в ритуалах, которые мы совершаем, и утешение находим. Поэтому... Но здесь речь идет о болезни, которая могла бы быть опасна для других, вообще говоря. И это где-то, ну, как бы сказать, на втором плане это проскальзывает на самом деле. Хотя об этом явно не пишется, и тоже понятно, что явное написание такой вещи могло бы означать там всякого рода, так сказать, астракизмы прямо сразу там и так далее. Вот нету этого, но вот как бы, ну, в подтексте есть какая-то вещь, но вот именно главная мысль и главное такое течение мысли, надежда есть. Вот это тоже великое дело, вот, да. Вот. И подходя к первому тогда вопросу об ответственности, о диагностике, я имею в виду Когена, вы знаете, у него был экскьюз. Мы себе представляем, ну, скажем так, его, этого Когена в современном мире. За неправильный диагноз, за 2-3 ошибки можно было полететь с работы. Можно, что тебя уволят. Значит, если ты что-то сделал неправильно по работе. Какой экскьюз был, какое извинение, почему могли снисходить, не то, что снисходительно, а почему могли доверять его решениям даже неправильным. Потому что как раз дело касалось ритуальной нечистоты. И в данном случае, как пословица говорит, лучше перебдеть, чем недобдеть. То есть он должен быть бдительным, потому что если он ошибся в другом направлении, то есть он назвал язву чистой, человек оказался нечистый, вошел в святилище и осквернил его. И в данном случае его не спросят, а почему ты вот сказал, что это опасно, а оказалось не опасно, ты не обидел человека, а ты, значит, вот перестраховался, то есть ты повел себя как
человек боязненный. А он говорит: вы представляете вашу ответственность? Вы представляете, что произойдет, если я, так сказать, не буду очень осторожен в этом смысле? То есть вот ему как бы двойной кредит доверия. И все соглашаются: уж лучше так, чем мы нарушим святость. Уж лучше так, чем мы нарушим. Лучше ошибиться, лучше застраховать себя от такой очень серьезной ошибки. Это же не между человеком и человеком, это между человеком и Бог, и поэтому здесь ошибаться нельзя. Я думаю, ему прощали. Я думаю, ему прощали в силу как раз важности того, чем он занимается. И вот должны были относиться, по крайней мере, доброжелательно даже к его ошибкам, в смысле, что это чисто. И должны были радоваться. На самом деле там в конце это возвращение человека в общество, это большая радость. Если вдруг ему объявили, что нет, это показалось немножечко, это не было у тебя, ты сейчас чист, вот само слово чист сразу снимает все проблемы, спасибо, дорогой, я теперь чист, пошел жертву принес, и на этом все закончилось. То есть психологически мы себе можем представить себе ситуацию, когда ему, вот то, что я говорю, двойной кредит доверия. Ошибайся, лишь бы не нарушить святость святилища, лишь бы не осквернить. Ну, вот такое может быть. Но и все-таки, Рэбе, я считаю, что, понимаете, это, как бы сказать, все равно эта ответственность, наложенная на него, вот ту ответственность, которую он нес, это еще и заставляло непрерывно самосовершенствоваться. Это вот важная компонента. Это важная очень компонента, потому что если бы, условно говоря, вот этого не было бы, а было бы там, на протяжении лет много неправильных диагнозов, так сказать, отношение было бы другое. То есть вот здесь именно вот эта компонента, что да, если даже ошибся, не так страшно, но все равно должен учиться все время самосовершенствоваться, уметь объяснить и так далее. И вот здесь именно в этой главе как раз, то есть то, что учиться надо, это везде разлито, там все время это есть, да, и сами ритуалы были же очень непростые, это вот не сразу, как бы сказать, вот даже читаешь, это не сразу даже понятно, а этому учиться надо было, да, коины учились, а здесь это еще более такая вот, именно потому что здесь возникает немыслимая ответственность в общении с народом. И как раз без образования, без все время, как бы сказать, вот повышения своего уровня, это очень трудно было бы эту функцию выполнять. И вы очень важно подчеркнули, в течение всей истории человечества постоянно идет борьба, разные люди приходят в религию, разные люди приходят к власти, но здесь нам говорится об особом положении религии, Да. об особом положении священников. Вы упомянули в самом начале, что он высылал за стан как дровосека, так и, скажем так, главу колена. Да. И его должны были слушаться. Почему? Потому что вот на нем лежит в данном случае авторитет его знаний. Он говорит: нет, ты не можешь быть среди людей, ты должен уйти. И любой человек слушается. Будь это Моше, он бы тоже послушался и вышел. Конечно, да. Да. Но при этом вот еще есть шанс, что, может быть, все обойдется и вернешься. Вот это тоже вот позитивность такая вот, которая вот там, вот я говорю, присутствует, это очень важно. Вот. А у меня к вам вот вопрос, если захотите, ответьте на него. Откуда священник в пустыне мог знать о заболевании камней в стене? Это мы Они никогда не видели камней в стене.
Они жили в глиняных мазанках, они сами делали кирпичи из глины и соломы, и у них не могло быть другого здания из камней. Откуда человек в пустыне мог знать о грибке домашнем? Не, я думаю, что это надо... Поражает. Да, но здесь это мы к следующей главе переходим, да? Значит, там, я вот тоже об этом думал, Роберт. Здесь возникает другая ситуация. Сейчас я поясню. Действительно, откуда, так сказать, да? Откуда опыт? Да, да. Смотрите. Первое, что мне кажется, так сказать, такого рода вещи могли быть от, во-первых, каких-нибудь пещерах. И слово вот в данном случае камень, понимаете, там же, как это называется, я в геологии не так силен, но вот из песчаника вот эти самые пещеры, так, они могли вполне эти заболевания иметь. Откуда они берутся, это опять же с биологами надо разговаривать. Вполне возможно, например, летучие мыши разносили, понимаете, или что-то еще подобное. И если, а теперь два варианта. Какая-то часть людей могла селиться там в каких-то пещерах. Ну, знаете, вот в Южном Израиле есть вот эти места, где вот такие из песчаника такие, Да, да. я даже не знаю, как это назвать, ну, типа скалы, да, вот там могли селиться, и там это могло быть обнаружено, понимаете, одна вещь. Вторая вещь, вот то, что вы сказали, они из глины мазанки делали, кто-то мог там вырубить какую-нибудь пару камней, так сказать, из таких вот И песчаных. строить, да. Ну да, песчаник же легко этот вырубается, и притащить домой там, ну, например, там, я не знаю, где-то положить или где-то, так сказать, как фундамент положить там, и вдруг вот пятно появляется. То есть для меня здесь загадки на самом деле такой, да, действительно описание такое, как будто бы там ну, серьезные кирпичные, ну, каменные дома стоят, конечно, нет, это тоже понятно, еще продолжаются путешествия по пустыне. Поэтому этого не могло быть, но при этом вполне могло быть вот какое-то время осели где-то, и кто-то пошел из этого песчаника, так сказать, вырубил какие-то камни и что-то сделал. А вот теперь грибок. Грибок, я, честно говоря, небольшой специалист вот в этой самой в биологии, значит, хотя у меня по математической биологии есть работы. А, я не знаю, вполне может быть там, ну, какие-то вот эти самые, те же летучие мыши или грызуны какие-то могли разносить и так далее. И вполне могло это проявляться. Значит, я сейчас вот так не вспомню, где это было. Может быть, это было в Испании или не помню. Какое-то вот здание было, это музейный какой-то комплекс, так сказать, и там оно было заброшено, я туда просто заглянул, и сразу, значит, у меня так, знаете, отодвинулся, потому что вот явно было на стенах вот это, да, и запах, совершенно верно. И вот такой запах был, так сказать, и вот на стенах эти пятна были. И пятна, они, конечно, ну, как бы это назвать, они явно проявлялись. Это не просто, что вот, знаете, там слегка там потемнело, потому что там солнце на это место падало или наоборот, да? А именно вот такое явно вот цветное такое пятно, такого, не густого цвета, но явно вот видно, что что-то там не так. И вот это вполне могло быть. То есть здесь, Да. как бы сказать, меня вот эта часть не смутила, как будто. Да. Удивительно то, что они знали, что это яд. Это что, Удивительно, простите? что они знали, что плесень – это яд. Потому что если она не уходит, дом надо было разрушить до Да, основания, в нем да, нельзя было жить. да, Это забота о человеке. да, Опять-таки, это уже не столько о ритуальной чистоте дома,
сколько о заботе о здоровье. Конечно, Что конечно. это вредно, человек не должен этим дышать, и они это знали. Они это знали, и священник как раз был носителем вот диагностики ядовитых и неядовитых споров грибков. Ну, не споров, а грибков, которые разбрасывают споры. Вот, то есть он, да, он хорошо этим владел. Единственное, что меня вот подталкивало к решению, почему вдруг в пустыне возник вопрос о здоровье жилища. Потому что я вдруг вспомнил о том, что мы с вами строили, мы не просто работали на фараона, а мы Да, строили да. фактически элеваторы. Мы строили зернохранилища. Мы профессиональные строители. От создания кирпичей до укладки кирпичей. Потому что мы строили Питом и Рамзес, не египтяне. Не было там египтян. Мы сами работали только надсмотрщики. А значит, выйдя из Египта, мы профессиональные строители. Да, и знание сохранялось. Старое знание о том, что происходило за 430 лет, что происходило с домами в тех или иных условиях при той или иной влажности и так далее, вполне мог быть опытом, который закрепляется и говорится, если так, то разрушится все. Если так, то разрушится. Ну вот единственная такая вот зацепочка, откуда архитектура, да вот из прошлого опыта, мы только что вышли. Мы перестали строить месяц назад, ну или там год назад. Ну да. То есть это тоже может быть. Ну, мысли бывают разные, в комментариях нет этого. Нет этого, да. И вот это отличная, абсолютно правильная вещь, что действительно в Египте мы занимались строительством, и это знание было, безусловно. Еще не прошло там 300 лет, чтобы об этом забылось. А через 300 лет не забылось, потому что это было сказано в Торе. Уже записано. Уже записано, вот это записано. То есть это не осталось на уровне, как бы сказать, таких преданий семейного характера, когда кто-то забыл рассказать или что-то, и начинает это знание теряться. Оно уже зафиксированное знание. Вот это еще тоже очень большая вещь. Один очень интересный случай. Понятно, что люди современные, 20-21 века, пытаются объяснить какие-то события или стороны жизни, описанные в Торе, пытаются объяснить с точки зрения вот, так сказать, современного научного рационализма. И мне понравилась одна идея английских молодых людей, я не помню, это был Кембридж, по-моему, они пытались, даже фильм сделали на эту тему, я отрывочки, правда, видел его, они пытались объяснить казни египетские всевозможными событиями, которые вот похожие происходят на нашей планете. Интересный был поворот смерти первенцев. Мы ведь не знаем, как это происходило. Вот они умирали и все. И вот англичане попробовали объяснить так. Очень такой хитрый ход. Я не говорю, что это правда, но как одна из возможных гипотез. Они говорят, поскольку мы строили зернохранилище, а нельзя же построить пустое зернохранилище, у него нужно тоже засыпать зерно, как только высохли все кирпичи, а туда как раз камни могли укладывать, а если это большое, то для прочности камни могли укладывать. То есть зерно таки было. Это были города-элеваторы, мы достраивали, но они служили. Нет смысла 200-300 лет держать пустые элеваторы. Поэтому зерно хранили. И вот как раз англичане говорят, если не проветривать зернохранилище, а вы знаете, как сложно работает элеватор, зерно и горит, и, в общем, ведет себя, самое главное, зерно источает влагу. Да. При самой большой жаре зернохранилище будет влажный такой воздух, потому что зерно, высыхая, отдает влагу и куда? В стены. И англичане говорят, что стены болели как раз теми пятнами, которые описываются в Торе, и наши наблюдали эти пятна.
но зерно, которое было заражено спорами со стен, было отравленным. И тогда они объясняют каз первенцев так. Первенцу всегда давали 2 порции. Он будущий директор завода, он начальник семьи будущий. Поэтому вот всех детей кормили так вот по чуть-чуть, а первенцу всегда давали 2 порцию. И когда давали зараженное зерно, то первенцы получали 2 порцию, умирали, а остальные дети остались. Но это немножечко вызывает улыбку. Но, знаете, да. увязывает архитектуру, знание о плесневелых грибках, и вот теперь казнь как-то приплелась к ней. Но это не обязательно, но, потому что мы все равно, когда мы рассуждаем о тексте, у нас бывает соблазн объяснить обычными какими-то естественными причинами, но религиозное мировоззрение не для этого. Она как раз, это мировоззрение интерпретирует в сторону, так сказать, богоизъявления, волеизъявления Бога. Поэтому, когда мы говорим, например, о карантине, то очень важный комментарий всплывает, очень важный комментарий. Особенно последние наши комментаторы, это Сформа, это Лейбович Нахама, они говорят, да нет, вообще не думайте о том, что они там выздоравливали. Поскольку мы интерпретируем это как наказание за какой-то грех, значит, нужно время, чтобы попросить прощения. Это такой длинный Йом-Кипур в 7 дней. И если не помогает, то еще 7 дней. Это что-то обязательное раскаяние. Они говорят, это его делают одиноким, он уходит, он жалеет о том, что он не внутри, не с людьми, не с семьей, не с друзьями, он жалеет и раскаивается с желанием вернуться, с желанием заслужить прощение. Это очень хороший такой, очень хороший момент, подчеркивают наши комментаторы. И я невольно задумался о нашем вот последнем годе, когда мы с вами попали в изоляцию. Вот, а для чего этот период изоляции? Оказывается, можно использовать его как рефлексию, как самоанализ, как раскаяние. Потому что, не было времени в суете, не было времени подумать, насколько мы правильно что-то делаем. А сейчас вот время это появилось. Люди боятся. Это хорошая идея, это очень хорошая идея. Но насчет вот этого первенцев я скажу, что это, для меня вот все эти вещи, это действительно акт божественного волеизъявления. Я здесь не пытался никогда найти эти самые физические, так сказать, основания, поэтому это, на самом деле это звучит очень правдоподобно, и вот почему. Это известно, что вот эти грибковые поражения зерна, вот этих продуктов, они действительно могут вызывать очень тяжелое отравление и так далее. Но в целом эта вот история звучит это из разряда английские ученые доказали. Да, мы можем улыбнуться и сказать, что, интересное. Интересно, да, вполне интересно, да. Но я говорю, здесь у меня как-то вот идеи для всего найти физическое обоснование не было. И вот скоро мы к этой главе Мицара перешли. Смотрите, значит, там есть один момент, который меня очень так вот и в давние времена, так сказать, привлек мое внимание. И вчера я тоже перечитывал, и в смысле, да, вчера и сегодня утром еще раз. Вот он опять как бы мне пришел в голову. Смотрите, значит, вот если человек исцелился, да, он должен принести жертву. И при этом там очень четко расписано, кто что приносит. И вот там, и это подчеркнуто, что если человек бедный, значит, он приносит иную, более простую жертву. Там, значит, в первом случае богатый человек ягненок, значит, бедный человек горлицу или голубя, да? И вот тогда возникает, смотрите, это ведь ритуал же, ведь он очень непростой, да?
И вот кто определяет, кто бедный, кто богатый? Вот опять же смотрите, что мы получаем, так сказать, опять, а, ну, есть, понятное дело, общественное мнение, да, если, условно говоря, богатый человек решил, так сказать, отделаться голубем, ну, наверное, так сказать, если об этом станет известно, начнут говорить. Но на самом деле священник должен знать свою паству, извините меня. Это еще вот есть, понимаете? То есть, опять же, это ракурс вот какой. Это а, он не может отгородиться от народа, понимаете? Он должен знать проблемы, как бы это сказать, э, вот ситуацию, так сказать, с людьми, кто есть кто, понимаете? Если кто-то захочет, ну, можно себе представить вообще такую ситуацию, что кто-то скажет, ну, я не такой богатый, так сказать, притащу голубя, понимаете? Священник должен сказать, что нет, это не для тебя, твоя часть другая. Ну вот, и это как раз вот то, что уже в современном понимании раввины должны быть с народом. Вот. Да, да. Мы в Торе читаем, что Моше и Аарон знали всех. Да, Мы читаем, что позвали они глав колен. Они ж не в воздух стреляли, они позвали глав колен, и они с ними разговаривали. Мало того, говорится там о каком-нибудь человеке, что это сын главы колена такого-то. Они и сына знали Зимри. Они, то есть, действительно тогда нельзя было обмануть. Тогда нельзя было обмануть, потому что люди знали главу, его семью и людей состоятельных, и даже если не глава, то вот Корах у нас будет в скором времени. Это состоятельные, богатые люди, ну да, которые те, кто достаточно светится. независимы, да. Да. Другое дело, скажите, что да, увещевать-то можно. Можно ему попрекнуть и сказать, ну что ж ты горлицу-то принес? Это не по статусу тебе, принеси больше. А тот говорит, да не буду я больше, он Йоське принес горлицу, я приношу горлицу, Богу все равно. Как воздействовал священник на этого человека? Что можно было, как его подтолкнуть к честному решению, как его подтолкнуть, когда мы даем одинаковые полшекеля, каждый богатый и бедный одинаково дает, Все равны. это предписание. Это А, предписание. да, и а в данном случае разрешение, можно овцу, а можно. И человек, конечно, особенно жадный человек, он, конечно, говорит, я принесу меньше. И вот интересно было бы подумать, какие рычаги были в то время. Рычаги, я думаю, были простые, но вот я еще раз говорю, для этого надо было, конечно, знать народ и знать пасту, понимаете? И рычаги были очень простые, что это не про тебя другая часть, и ты должен принести ягненка. И если это происходит, условно говоря, при стечении какого-то народа, понимаете, это же, ну, вообще говоря, как бы сказать, ты Бога хотела обмануть, это же ты не священника хотел обмануть. Да? И если это, условно говоря, не разговор не тет-а-тет, а кто-то еще слышит, это уже, как бы сказать, ну, позорно для вот этого богатого человека, который захотел притащить голубя. Но Вы здесь вот знаете, важно не ошибиться, потому что если он действительно там, ну, не богатый, так сказать, а ему говорят, иди притащи ягненка, это тоже, вот это для священника уже нехорошо. да. Я не Поэтому совсем... вот, Да, поэтому вот надо, он должен был знать, извините, Рабида. да. Я не совсем уверен в честности, всегдашней честности всех людей подряд, потому что я почему говорю, что меня интересует, что говорил, конкретно говорил священник, так сказать, подталкивая человека к честному жертвоприношению. Потому что в природе человека Ну, а, прижать, конечно. юлить даже перед Богом. Мы с вами это читаем в Малахии. Это последний маленький пророк в самом конце книги Млахим, Навиим.
это большие пророки в самом конце, последний описывается из Треясар. В Малахе пишется: «Имя мое гремит на концах земли». Я не точно цитирую, но имеется в виду, что я известен везде, обо мне разговаривают, потому что в то время уже была большая диаспора, и евреи рассказывали о своем Боге, и он говорит, Всевышний обращается через Малахи к священникам и говорит: «Имя мое гремит на концах земли, а вы приносите». Это храм, это священники храмовые, а вы приносите хромое и слепое. Значит, приносили. Значит, приносили. Вот, вот я не знал этого, естественно, этого я не знал, значит, приносили. Приносили. Мало того, сами священники могли быть грешниками. Ну, представьте себе, человек принес деньги. В храме можно было купить, но чтобы не ранить овцу по дороге, можно было купить овцу. Ему показывают красивую овцу. Он платит за нее 4 цены. Отворачивается, ее отводят, а зарезают другую. А это опять продают. Я могу только представить себе механику, как люди могли это делать. Но он говорит, обращаясь к священникам, потому что если бы человек привел хромое, у него бы не приняли. Если бы человек привел слепое, ему бы указали, куда же ты ведешь, это же не, Да. она не годится. Значит, этим занимались священники. То есть, да, это вообще мы говоря, говорим, человек, обычный израилит, может принести голубя, священник должен его упрекать, а в природе человека не всегда достоинства, иногда недостатки. И Малахи как раз вот чуть позже, это времена около Вавилонского возвращения. То есть это ну, предположим, ориентировочно около 500 года. Уже история, храмовая история, уже 200 лет судей, потом храмовая история, царство, все это есть, и священники лукавят. Там несколько таких моментов, когда священники как раз обвиняются в том, что они лукавят. Не израилит голубку принес, а сам священник. То есть вот сложность психологическая, с одной стороны, должна быть любовь к Богу, должна быть уверенность, полагание на Него, честность по отношению к Нему, в конце концов. Ну как же не бояться этого? Это Страх вообще поразительную вещь вы сейчас сказали, Ребе. Я об этом даже, честно говоря, не знал и не задумывался, но, как бы сказать, такое можно себе представить, что священник, ну вот, обманывая вот таким образом, он говорит, что я же не для себя это делаю, а для того, чтобы там, ну, не знаю, там 280 причин там храм отремонтировать, допустим, да? Да, но вот это удивительная вещь, так сказать, что это вот даже священники вот таким образом могли, значит, такое вот искаженное поведение, так сказать, представлять. Мне сложно себе представить, вот потому что ну, человек, знающий Тору, ну, не может, так сказать, это самое. Ну, мне сложно представить себе священника, который бы разницу вот в этих деньгах в карман себе клал бы, так сказать, это как-то почти Конечно, не, конечно, не хочется так думать. Да. да, это вот такое очень почти я не могу представить себе. Но вот то, что он мог такие вещи делать и говорить, ну я же не для себя, там вот на то, что там стены там разрушаются, их надо ремонтировать, вот скопим, сейчас там подремонтируем. Понимаете, вот такое вообще могло быть. И вот этот пророк, да, вот он Малахи, да, вы? Малахи. Да. И он, значит, вот на это, видимо, обратил внимание, так сказать, это вот фундаментальная вещь вообще. Но Мне- мы когда берем, что мы с вами делаем? Мы оживляем текст. Вы только что живым сделали человека, который мог принести овцу, а принес голубя, мы его осудили. И зацепились и о том, что такое природа человека. Для нас это живые люди. Да, Для да, 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 нас конечно. люди. Мы Это, сравниваем себя с ними, мы сравниваем их с современной ситуацией. Человек медленно меняется, очень медленно, и 3000 лет для него это одно мгновение. Поэтому мы можем себе представить.
И, конечно, хочется каждый раз думать об ответственности, как мы уже говорили с самого начала, и о честности, и о чистоте, в том числе и душевной, и ритуальной. Так что самое главное, почему нам не подходит история с англичанами и их объяснением, потому что никакой пользы в этом нет. Нам Ну да, нужна польза. Нам нужна да. польза. Как это поможет мне сегодня справиться с проблемами? Как поможет открыть текст? Как поможет найти отношения со Всевышним, как мы ищем в молитве и в ритуалах наших? Как? И вот Да, это, это у меня, светский нам не подходит. и у меня как раз вот прямо вот ровно в эту же струю, так сказать, есть еще одно такое соображение. Это уже конец вот главы Мецара, когда идет вот разговор об этих аномальных там выделениях, да. И вот если когда все прошло, приносится жертва, да. И вот обратите внимание, там же ведь, в отличие от всех других ситуаций, когда все расписано, здесь тоже расписано, но расписано очень так, ну, как бы сказать, уровень жертвы на низкий достаточно, голуби только, никаких других Да. вещей нет. И я думаю, что здесь тоже это пошло от, понимания, так сказать, что, это не есть, как бы сказать, фундаментальная какая-то проблема. А раз ну, проблема была, прошла, тогда, значит, ну, принесите небольшую жертву, как бы сказать, отметьтесь, опять же, вот, что вы опять вернулись в лоно, так сказать, да, в святость, да, вот отметьтесь. И вот это, возможно, вот тоже уровень этой жертвы как раз тоже определял, чтобы как бы сказать, я вот тоже представляю себе вот живого человека в те времена, который говорит, ну хорошо, было у меня там 2 дня что-то не так, так сказать, и что я из-за этого овцу должен тащить, понимаете, да? Вот чтобы вот этих разговоров не было, здесь сразу уровень понижен, так сказать. Перенеси голубя, вернись. Вот. Мы должны с вами порассуждать, задуматься, по крайней мере, задуматься, поискать комментарии. Я сейчас вот навскидку не помню разницы. Но когда мы с вами обсуждали кожное заболевание, мы подчеркивали, что однозначно все комментарии сводятся к тому, что это большой грех, мы об этом говорили, это большой грех злословия. Да. И мы говорили о том, что человек стоит в Сирии и убивает в Риме. То есть убивает. Злословие почти приравнивается к кровопролитию, тоже упоминали об этом. То есть мы с вами имеем большой грех, и, соответственно, как комментаторы приходят к этому, размышляя, и они говорят, вот посмотри, здесь за этот грех вот какая большая жертва, а за истечение маленькое. И они не рассматривают, а за что же дано истечение слизи, за что даны вот эти наказания. Они не подводят под это большой грех и объясняют это тем, что тогда это грех меньше. По градации быка, овцу или голубя этот грех считается меньшим. Мы должны задуматься, почему, и поискать еще комментарии. Сейчас, навскидку, у меня быстро нет комментария, почему же этот грех меньше, чем предыдущий. Ну, это на самом деле надо, опять же, с врачами поговорить. Возможно, ну, мне трудно, конечно, сказать, но, условно говоря, в те времена, когда лекарств не было, так сказать, это достаточно часто случалось, и это не рассматривалось как нечто такое вот из ряда вон выходящее. Ну, случилось, через 3 дня прошло, понимаете? Ну, или через, там, не знаю, 2 недели прошло. Что туда, как бы сказать, вписывалось, не вписывалось, мне трудно сказать. Ну, вот, всяко может быть, да. Но это не считалось реально вот большим грехом, а скорее это вот действительно возврат из там
из-за черты опять святость, да? Да. Еще одна мысль возможна. Ведь кожное заболевание, мы же говорили, что человек должен порвать одежду и замотать себя, чтобы не было видно, а значит видно. То есть оно получается, чем более публично, тем тяжелее грех. У нас с вами есть рассуждение. Если хозяин заставил раба-еврея скосить траву и отдать скотине в шаббат, естественно, Да, то можно ради спасения жизни, потому что хозяин может убить, ради спасения можно. Но там добавочка небольшая. Если это делается при миньяне, ну, то есть миньян – это уже комментарий, если это делается публично, нет, нельзя косить, умри. Вот публично или скрытно имеет значение в качестве, вот в данном случае можно, а в этом случае нельзя. И получается тогда публично – это большой грех. А скрытно, потому что мы же не видим там под одеждой, что происходит, скрытно – это меньший грех. То есть там послаблений может быть больше. Может быть, они вообще тет-а-тет говорили со священником, пришел, на ушко пожаловался, тот посмотрел, сказал, что делать, и тот ушел, и никто даже не знает. Просто живет человек за станом. А прокаженного видно все. И мы говорили, отношение к нему тоже публичное. Он становится сразу публичной фигурой, и поэтому этот грех очевиден. Не знаю, мы размышляем. Вы знаете, я однажды видел в Турции, сейчас пытаюсь вспомнить, где это было, там были нищие, которые, у них явно были какие-то очень тяжелые кожные поражения. Причем турок, который шел со мной, он сказал, что это проказа. Но я, честно говоря, даже не понимаю, разве можно прокаженных просто, чтобы они по улицам ходили, сидели и так далее, я не знаю. Они изолированы в лепрозории, Да. кроме, видимо, каких-то вот восточных проказ, которые на самом деле не проказы, а вот может быть, да, может быть. Я, честно говоря, не знаю, вот была ли это реально, вот он, этот турок, мне сказал, что это прокаженные, они тут милостыню просят. Но зрелище, конечно, было убойное, так сказать. Это смотреть на это было, не дай бог, это страшное зрелище было, понимаете, это вот совершенно обезображенное лица, руки, это, понимаете, это было страшно просто. Вот. Вот я могу себе представить, что если, не дай бог, такой человек встанет вдруг, у него начиналось это, так сказать, понятное дело, что реакция была, в общем-то, так сказать, и как раз, опять же, смотрите, это, семья не могла на себя такое решение принять, так сказать, и никогда бы не приняла, да? Опять же, ответственность, и, может быть, это какой-то пустяк был, там, типа аллергическая реакция на какую-нибудь, не знаю, траву какую-нибудь, да, там, что-то там понюхал, так сказать, и весь зацвел. Вот, примерно так. Ну что ж, вот я больше, у меня нет, как бы сказать, по этому поводу. Спасибо вам за вашу лекцию. Вот. Спасибо С удовольствием послушал. и за совместное рассуждение, размышление. Это очень важно. Это очень важно то, что мы с вами разговариваем, думаем, вместе с нами думают другие люди. Мы толкаем на вопросы, подталкиваем. Так что то, что я уже сказал, мы оживляем текст. Это наша задача. Да. Хорошо. Большое спасибо, Павел Ильич. Спасибо вам, ребят.